Привет подписчикам и гостям канала Travel.nrf. Меня зовут Алик. Я уже ранее рассказывал, что в октябре съездил в Санкт-Петербург и уже сделал видео о городе Петергофе и городе Ломоносове. Если не смотрели, ссылку оставлю к описанию к этому видео. Сегодня же расскажу о поездке в город Пушкин. День тогда был очень солнечный. Кстати, за 14 дней моего отдыха в Петербурге солнечных дней всего-то было 2. Ну ладно, давайте уже покажу вам город, расскажу о нем несколько полезных и интересных фактов. Пушкин расположен в 40 километрах от центра Санкт-Петербурга, и дорога на автомобиле туда очень живописна. Я всю дорогу не отрывал свой взор от окна. Конечно, в Пушкин ездят несколько маршрутов автобусов, например, номера 236 и 385, которые вас доставят прямо ко входу к Екатерининскому парку, главной достопримечательности города. Или вы можете сесть на электричку на Витебском вокзале. Паркуем машину и идем гулять по городу. Для начала я решил обойти его центр, осмотреть его и сравнить с Ломоносовым и Петергофом, а уже потом посетить городские парки. Кстати, я сегодня загляну не только в Екатерининский парк, но еще зайду в Александровский. Вход в него, между прочим, уже бесплатный. Пушкин на самом деле никакой не Пушкин, это царское село, правда, до 1918 года. Но лучше бы его не переименовывали, потому что до 1937 года населенный пункт стал называться Детское село. В Пушкин его переименовали, потому что в местном Царскосельском лицее учился некий Александр Пушкин. В настоящее время Детское село, Пушкин, это крупный туристический и даже военно-промышленный центр. Город включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. В составе объекта исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. В Пушкине проживает более 110 тысяч человек, и одно время население усиленно росло вверх, пока стоимость жилья не достигла запредельных цифр. Например, стоимость квадратного метра может достигать 200 тысяч рублей сейчас. Нихуя себе, блядь. Первоначально Пушкин был основан как загородная императорская резиденция в 1710 году. Ну а статус города населенный пункт получил в 1808 году. В Пушкине находится музей-заповедник Царское село. Это большой памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль 18-го, начала 20-х веков. В состав заповедника входит как раз таки Екатерининский парк с Екатерининским дворцом, ну и другими сооружениями, конечно. Пушкин в свое время посещали русские императоры: Елизавета, Екатерина II и Николай II. Туристы также едут сюда ради Екатерининского дворца и янтарной комнаты, которая там находится. Так, как вы можете видеть, город Пушкин достаточно приятное место для прогулок. Пожалуй, он мне нравится больше, чем город Петергоф, и уж, конечно, он гораздо приятнее, чем Ломоносов. Вы, конечно, не пройдете мимо местной достопримечательности, расположенной на Соборной площади. Я говорю, конечно, о Екатерининском соборе. Давайте прогуляемся к нему и зайдем вовнутрь, а я расскажу его историю. Собор заложен еще в 1835 году по указу Николая I и построен за государственный счет. А то, что мы сейчас видим, это, к сожалению, новодел, так как вы, возможно, знаете, что в годы советской власти к религии относились, мягко говоря, подозрительно. Печальная судьба и большевистский топор ждал и Екатерининский собор. В мае 1939 года собор был обнесен глухим забором. Рабочие сняли кровлю, церковная мебель, иконостас и картины были вывезены. Иконы кололи топорами и сваливали в кучу, а затем сжигали в подвале в храмовых печах. 10 июня 1939 года в 5:30 собор был взорван. Его восстановление было начато в 2008 году, и уже 19 января 2014 года было завершено золочение всех куполов. Ну а теперь давайте направимся в Екатерининский парк. Зайти в него можно с нескольких сторон. Я специально, не подгадывая, зашел со стороны Пушкинского лицея. Есть, кстати, еще 4 входа. Можно пользоваться любыми. На кассе нужно купить билет, он стоит 200 рублей. Если есть льготы, то билет обойдется вам в 100 рублей. Слышал мнение, что в сезон билет лучше купить заранее на сайте, потому что на входе возникают огромные очереди. Кстати, с 31 октября вход на территорию парка свободный. Такие условия будут действовать до 12 апреля. Пользуйтесь. Ну а я захожу вовнутрь. Первое, что я увидел, это был Екатерининский дворец. При условии, если вы зайдете с того же входа, что и я. В первую очередь гости дворца стремятся в него попасть по причине, как я уже сказал выше, нахождения там янтарной комнаты, которую король Пруссии Фридрих Вильгельм I подарил Петру I.
Комната, безусловно, шедевр искусства 18 века. Внутри панели, украшения и панно отделаны янтарем. Обратите внимание, что посещение дворца оплачивается отдельно. Я же дворец посещать в этот раз не стал. Сегодня главная цель – ознакомиться с парком. Скажу лишь, что Екатерининским дворцом владели несколько императриц. При Екатерине I построили небольшой каменный дворец, монументы, посвященные военным победам. Это Чесменская колонна и башня-руина. А уже императрица Елизавета перестроила дворец в пышную летнюю резиденцию. Также по ее указу в парке построили павильоны Эрмитаж, Грот и зал для вечеринок на острове Большого пруда. Все эти объекты вы увидите в этом видео. Парк очень удобно обойти по часовой стрелке по кругу. Таким образом, обогнув большой пруд, на мой взгляд, этот маршрут оптимален. Вообще, рассматривая схему парка, а затем обойдя его полностью, вы сможете четко уловить здесь наследие обеих императриц в их противоречивости. Например, регулярный парк Елизаветы расчерчен параллельными и диагональными линиями дорожек, как будто его создавал учитель черчения. В пейзажной части парка Екатерины преобладают извилистые линии, как будто их нарисовало дитя. Я бы и сам до этого не догадался и не заметил, честно сказать, мне подсказал знающий человек. А теперь эту особенность знаете и вы, не благодарите. Ну вот я и дошел, на мой взгляд, до очень уютного места. Перед нами здание Эрмитажа. Подобные павильоны, название которых по-французски означает «хижина отшельника», получили широкое распространение в регулярных садах 18 века. Они предназначались для отдыха и обедов владельцев усадьбы в узком кругу избранных и помещались в дикой части парка. Данный же Эрмитаж был возведен в 1744 году, а в 1749 году фасады были переделаны в соответствии с новым проектом Растрелли. К сожалению, ни одна из статуй, входивших в первоначальное убранство здания, не дошла до нашего времени. В ходе реставрационных работ 2005-2006 годов канал вокруг Эрмитажа был восстановлен на основе материалов археологических исследований и рисунков. А вот павильон Эрмитаж не перестраивался с середины 18 века, поэтому его внутренняя отделка дошла до нашего времени почти без изменений. А напротив Эрмитажа расположена Эрмитажная кухня. Давайте спустимся к большим каскадным прудам, чтобы увидеть Морейскую колонну. Колонна является памятником победам России в русско-турецких войнах и поставлена в этом месте в 1771 году по указу императрицы Екатерины II в честь победы русского флота под предводительством графа Орлова полуострова Морея в Средиземном море. Она сравнительно невысокая, всего 7 метров, но хорошо видна издалека. А вокруг колонна окружена красивым прудом. Вернусь немного к Рыбному каналу, чтобы осмотреть здание грота, который построен в очень удачном месте и смотрится со всех сторон достаточно помпезно. Такие сооружения в 18 веке были почти обязательной принадлежностью больших регулярных садов. Работы по его возведению проводились в 1755-56 годах при Елизавете, а внутренняя отделка была выполнена уже при Екатерине II. Стиль архитектуры барокко. Расположенная перед гротом пристань перестраивалась в 1830 и 72 годах. В годы Великой Отечественной войны она была почти полностью разрушена и в 1971-72 годах отстроена по новому проекту в граните. В настоящее время павильон используют для размещения временных выставок. Но вот я и вернулся к большим каскадным прудам и вышел к зданию Адмиралтейства. Сейчас в нем так удачно расположена пекарня-кофейня Волконский. Единственное место, где можно перекусить, а я так проголодался. Поэтому, пожалуй, зайду и выпью кофе и съем пирожок, а заодно покажу вам ассортимент и цены. Присоединяйтесь. В центре Большого пруда горделиво возвышается Чесменская колонна, построенная в честь победы над османами в морском сражении. А чуть левее на берегу пруда поблескивает в лучах солнца турецкая баня, построенная в 1850-52 годах по распоряжению Николая I, и она является последней постройкой на территории Екатерининского парка. Баня задумывалась как своеобразный мемориал русско-турецкой войны 1828-29 годов. Во время Великой Отечественной войны здание бани пострадало от прямых попаданий снарядов. В 2006-2009 годах на средства Международного банка реконструкции и развития и федерального бюджета была проведена реставрация. Внутрь меня в тот день, к сожалению, не впустили.
Зато я увидел частичку Египта, хоть и позеленевшую и заросшую мхом. Но поверхность этого традиционного для парков конца 18 века сооружения придает ему черты древнего мавзолея. Пирамиду специально расположили в стороне от главной дорожки, чтобы гуляющий, умиротворенный тишиной тенистого парка мог случайно набрести на нее и отдаться нахлынувшим воспоминаниям. Если они есть, конечно. С противоположной от входа стороны у подножия пирамиды похоронены 3 любимые собачки Екатерины II – Том Андерсон, Земира и Дюшес. Ну и я не смог пройти мимо мраморного моста, расположенного неподалеку от пирамиды. Образцом для него послужили мосты в английских парках Стоу и Уилтон. Мост представляет из себя колоннаду, установленную на гранитном основании, с расходящимися по бокам лестницами. Верхняя часть моста образована 2 квадратными в плане павильонами, поставленными над арочными пролетами. Павильоны связаны друг с другом колоннадой из легких и стройных ионических колонн. Мост соединил большой пруд с соседним, на котором был создан архипелаг из 7 островков. Свернув налево от моста, вы найдете башню Руина. Это такое название. Она посвящена опять же русско-турецким воинам, как иначе. Башня построена в 1771 году, и она является символом падения Оттоманской порты. Внешне она напоминает ушедшую в землю дорическую колонну, завершенную большой квадратной площадкой с круглым в плане павильоном, стены которого прорезаны стрельчатыми арками. Арка служит входом в узкий коридор, в правой части которого начинается винтообразный пандус, служащий для подъема на верхнюю площадку. Отсюда, с высоты 21 метр, открывается великолепный вид на пейзажный парк. Поверхность стен была искусственно состарена трещинами, имитирующими естественные повреждения. Благодаря этому башня напоминала развалины крепостного сооружения. Мы, кстати, зашли в нее не с той стороны, но это добавило башне какой-то загадочности. Это как будто ты проник в нее не совсем законно. Пару слов, пожалуйста. Очень понравилось. Сначала думали, что внизу будет закрыто, но в итоге, когда увидели открытую дверь, сразу же появилась масса улыбок на моем лице и на лице женщин, которые шли с нами. Но это был неизведанный путь для нас. Вы тут с подругами, значит? Со знакомыми. Ну что, продолжаю прогулку по прекрасному парку. Дышим свежим воздухом и наслаждаемся природой. Пройдя небольшое расстояние, я вышел к гранитной террасе. Стоит сначала сказать, что до начала 19 века здесь находилась катальная гора со скатами для катания зимой и даже летом. Окончательно этот проект разработан к 1809 году. Гранитная терраса обращена в сторону большого пруда. По ее сторонам расположены 2 лестницы. Стены террасы декорированы мощными дорическими колоннами. В 1850-х годах на постаментах балюстрады установили копии античных скульптур Венеры Медицейской, Фавна с козленком и Апоксиомены. И закончу я прогулку по парку, пожалуй, на осмотре Камероновой галереи, задуманной Екатериной II для прогулок и философских бесед. Галерея расположена на склоне холма на границе регулярной пейзажной части парка. По высоте Камеронова галерея совпадает с Екатерининским дворцом. Строительство галереи началось в 1784 году, а в марте 1987 года строительство было закончено. Верхний ее ярус и по сей день остается таким, как 2 века назад. В 1780-90-х годах на галерее установили бронзовые бюсты. Они считаются уникальными скульптурными собраниями, сохранившиеся на своем историческом месте до наших дней. Екатерина часто прогуливалась на галерее и говорила, что любит ее и часто восхищалась открывающимися с нее видами. А сейчас и у нас, простых смертных, есть такая возможность. Не говори так! Правда, сегодня выход наверх на обзорную площадку был, к сожалению, закрыт, и я не мог полюбоваться парком с самого высокого места, как когда-то это делала шустрая немка. Императрица Всероссийская Екатерина II Великая Алексеевна, урожденная София Фредерика Августа, принцесса Ангальд-Ценская! Сколько раз тебе повторять, не стой перед императрицей! Также за отдельную плату здесь можно посетить холодную баню и агатовые комнаты. Но уже, мне кажется, пора перенестись в Александровский парк. Давно пора, хули ты так долго?
Один из входов в этот парк расположен также недалеко от лицея и Екатерининского дворца. Как следует из названия парка по аналогии с предыдущим, на его территории должен быть Александровский дворец. Поищем. Вначале хочу сказать, что Александровский парк имеет площадь около 200 гектаров. Есть где разгуляться. Он делится на регулярную часть, это новый сад, и пейзажный парк. Вообще, конечно, по его территории просто приятно прогуляться. И самое главное, что за вход платить не надо. Это, полагаю, очень важно для местных жителей. Я везде пройду и покажу вам некоторые его достопримечательности. Одна из них — это здание Арсенала, открывшееся 24 августа 2016 года. А до этого Арсенал больше 70 лет находился в полуразрушенном состоянии. В нем размещена императорская коллекция оружия. Арсенал считается главным павильоном Александровского парка. А это здание Белой башни. Она сейчас, как вы можете видеть, находится на реставрации. Эта башня входит в целый комплекс, к нему примыкают еще ворота руина. Белая башня – это донжон высотой 37,8 метров. Комплекс был сооружен в 1821-27 годах для детей Николая I, великих князей Александра, Николая, Михаила и Константина. Они здесь занимались военными и гимнастическими упражнениями. В ходе Великой Отечественной войны Белая башня подверглась почти полному разрушению. Сохранилась лишь нижняя часть здания. Восстановление памятника началось в 1990-х годах. В настоящее время в павильоне расположился интерактивный центр музея-заповедника. Ну и наконец, передо мной новый Царскосельский, впоследствии Александровский дворец. Он был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I. Дворец представляет из себя вытянутое в длину двухэтажное здание с двойными флигелями по сторонам. В 1918 году дворец был открыт для посетителей как государственный музей. Позднее в левом крыле разместился дом отдыха сотрудников НКВД. Во время оккупации города Пушкина во дворце размещались немецкие и испанские воинские части. Площадь перед дворцом была превращена в их кладбище. В 1951 году постановлением правительства Александровский дворец был передан военно-морскому ведомству. Вот такая богатая история у этого здания. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик. Это чтобы не пропустить следующие видео, которые будут выходить на моем канале. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel.NRF организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на Черноморском побережье. Если вам интересно, то ссылка с сайта будет в описании к этому видео. Также можете глянуть видео о Петергофе или Ломоносове. Всем удачи и пока!